Падение души начинается не с ненависти и не с гнева. Оно начинается гораздо тише, с одной мысли: «Я выше всех», с той самой гордыни, которая заставляет забыть: сила, которой ты наделен, не принадлежит тебе. Дар, данный тебе свыше, не повод возвыситься над другими. Это испытание. Сохранишь ли ты смирение, когда власть окажется в твоих руках? Даже бог Брахма заплатил за это своей головой. Но Шива не разрушает ради мести. Он разрушает ложное величие, чтобы душа снова увидела истину. И сегодня в Шива-Пуране мы подходим к моменту, когда гордыня падает, ложь теряет силу, а за наказанием открывается великая тайна мироздания. Но перед началом, как всегда, наш маленький ритуал благодарности. Пожалуйста, оплатите свою давшину, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Так энергия знания продолжит движение и вернется вам во благо. Этим действием вы поддерживаете пространство ведической мудрости. Дайте свету знания возможности коснуться тех, кто этого по-настоящему желает. Затем, чтобы сокрушить гордыню Брахма, Махадев сотворил удивительное существо – Бхайраву, который вышел из межбровья Господа. Этот Бхайрава преклонил колени перед Господом на поле битвы и сказал: «Господи, что я должен сделать? Дай мне, пожалуйста, скорее свое повеление». Шива сказал: «Дитя мое, вот Брахма, первое божество Вселенной. Поклонись ему своим остроконечным, быстро разящим мечом». Одной своей рукой Бхайрава схватил за пучок волос на макушке пятую голову Брахмы, которая была виновна в наглой лжи, а другими руками яростно взмахнул мечом, чтобы отсечь ее. Твой отец задрожал, подобно банановому дереву во время вихря. Его украшения посыпались туда и сюда. Одеяния его сбились об складки и разболтались. Гирлянда съехала, верхние одеяния болтались в беспорядке, а блестящий пучок волос на макушке растрепался. Он пал к стопам Бхайравы. Между тем сострадательный Ачьюта, желая спасти Брахму, проливал слезы на лотосоподобные стопы нашего Господа. С почтительно сложенными ладонями он, подобно дитя, выпрашивал что-нибудь у своего отца, произнеся такие слова. Ачьюта сказал: «Господи, именно Ты давным-давно даровал ему, как особый знак, 5 голов. Поэтому прости ему, пожалуйста, его первое прегрешение. Пожалуйста, прояви к нему милость». Мольба Ачьюты смягчила сердце Господа, и он в присутствии всех богов попросил Бхайраву не наказывать Брахму. Затем Господь обратился к лживому Брахме с такими словами: «О Брахма, чтобы требовать почести от людей, ты мошенническим путем присвоил себе титул Всевышнего. Поэтому тебе не будут поклоняться, ровно как и не будет у тебя собственных храмов и праздников». Брахма сказал: «Господи, будь благословен. О процветающий, я считаю, что то, что ты пощадил мою голову, уже само по себе благословение и милость. Приветствую тебя, Господи, родной Создатель Вселенной, долготерпивый, прощающий недостатки, великодушный, сделавший своим луком гору». Ишвара сказал: «Дитя мое, если ослабнет страх перед царем Вселенной, вся она будет разрушена. Поэтому назначай и дальше наказание за проступки и неси бремя управления миром. Я дарую тебе еще одно благословение, которое очень трудно получить. Ты будешь главенствующим божеством на всех домашних и публичных жертвоприношениях. Даже если жертвоприношение совершается со всеми вспомогательными обрядами и раздачей денежных пожертвований, оно не принесет никаких плодов, если не будешь почтен ты». Затем Господь обратился к лживому святку Китака, виновному лжесвидетельстве, с такими словами: «О цветок Китака, ты мошенник и лжец, убирайся отсюда. Впредь я не желаю, чтобы ты участвовал в поклонении мне». После того, как Господь произнес это, все боги стали гнушиться самого присутствия этого цветка. Китака сказал: «Почтение тебе, Господи! Твое повеление будет означать, что само мое появление на свет напрасно. Господи, не проявишь ли ты такую милость? Не сделаешь ли его не напрасно, простив мой грех? Памятование о тебе славится тем, что уничтожаются все грехи, совершенные сознательно или бессознательно. Я же видел тебя, так как может грех лжи запятнать меня?
Так, упрашивая на виду у всех собрания, Господь сказал: «Мне не подобает носить тебя, я Господь, и мои слова всегда должны быть непреложной истиной. Пусть тебя носят мои спутники и последователи, благодаря этому твое рождение будет не напрасно. Конечно, ты можешь найти себе применение как украшение балдахинов над моими изображениями». Так Господь благословил всех трех: цветок Кетаку, Брахму и Вишну. Подобающим образом, славословимый богами, он сиял посреди собрания. Между тем Брахма и Вишну с почтительно сложенными руками молча стояли по обеим сторонам от Господа. Затем они усадили Господа вместе со всеми его родными и близкими на сияющее сиденье, совершили ему поклонение с помощью всех священных личных вещей. Это личные вещи включали в себя естественные, долговечные и недолговечные предметы, такие как ожерелья, ножные браслеты, диадемы, серьги, священные шнуры, верхняя одежда с кружевной каемкой, гирлянды, шелковые шейные платки, кольца, цветы, листья бетеля, сандаловая паста, мази из агуры, благовония, лампады, белый зонтик, веер, флаги, чауры и другие божественные приношения, чье величие невозможно выразить или даже представить. Оба они почтили Господа всеми этими вещами, достойными Господа и недоступными для Пашу, то есть индивидуальной души. О Брахман, все наилучшие вещи подобают только Господу. Для того, чтобы утвердить свое превосходство, радостный Господь передал все эти подношения своим служителям, расположившимся в порядке старшинства. Среди тех, кто пришел получить дары, царила неимоверная суматоха. Случилось так, что первыми почтили Шанкару никто иные, как Брахма и Вишну. Он довольно обратился к ним с улыбкой, от которых их преданность еще больше возросла. Ишвара сказал: «Дети мои, я доволен поклонением, что вы совершили в этот святой день. Впредь этот день будет известен как Шива-Ратри, святейший святых дней, дорогих мне. Тот, кто в этот день совершает поклонение моему лингаму или изображению, сможет выполнять работу по сотворению и поддержанию всей Вселенной. Пусть верующий постится на Шиваратри и в течение дня, и в течение следующей за ним ночи. Пусть он полностью обуздает свои органы чувств. Пусть он совершает поклонение цветами, насколько позволяют его возможности. Пусть он никого не обманывает. Верующий обретает плод, который обычно достается тому, кто постоянно поклоняется мне в течение года. Это время, когда сила преданности мне возрастает, подобно тому, как прилив в океане происходит с восходом Луны. Если в этот день проводить празднества, такие как установка моих божеств и так далее, они бывают очень благоприятны. О, дети, день, в который я явил себя в виде огненного столба, это день звезды Ардра, месяца Маргаширша, ноябрь-декабрь. Тот, кто в день звезды Ардра, месяца Маргаширша, созерцает меня вместе с Умой и поклоняется моему лингаму или скульптурному изображению, дороже мне даже, чем Гуха, Картикея. Если человек всего лишь наблюдает поклонение в этот благоприятный день, это уже дарует ему обильные плоды. Если же он сам участвует в поклонении, плоды этого невозможно должным образом описать. Так как я явил себя на поле битвы в виде лингама, да будет это место известно как Линга-Тхана. О сыновья, впредь этот столб без основания вершины уменьшится в размерах, чтобы мир мог видеть и поклоняться ему. Лингам дарует наслаждение. Он есть единственное средство обрести мирное наслаждение и освобождение. Если живые существа смотрят на него, прикасаются к нему или медитируют на него, он предотвращает все их будущие рождения. Так как лингам, вознеся высоко, напоминая гору огня, да будет он известен как Оранжевая гора. Здесь возникнет множество святых мест паломничества. Жизнь или смерть в таком святом месте обеспечивает освобождение. Если проводить в таком святом месте праздники колесниц, собрания верующих, раздавать обычные ровно как жертвенные дары и возносить молитвы, все это будет 10 миллионов раз действеннее, чем совершенных в обычном месте. Из всех моих уделов этот удел будет величайшим. Одно лишь воспоминание обо мне в этом месте дарует освобождение всем душам. Таким образом, этот удел более велик, чем все прочие уделы, очень благоприятен исполнению всех видов благодеяний и каждого одаривает освобождением. Поклонение мне в моем высшем образе лингама и совершение других священных обрядов в этом месте дарует 5 видов освобождения: Салокья, Самипья, Сарупья, Саршти и Саюджья. Да осуществите все вы свои сокровенные желания.
Нандикешвара сказал: «Так, благословив Брахму и Вишну, преисполнивших смирением, Господь своей нектароподобной силой воскресил всех воинах обоих божеств, которые прежде пали в битве, и чтобы избавить их от глупости и взаимной вражды, сказал им такие слова: «У меня есть два образа, проявленный и непроявленный. Этих двух образов нет больше ни у кого, поэтому все прочие не Ишвары. Сыны мои, сначала в виде столпа, а затем в виде этого воплощенного образа я явил вам мою непроявленную природу Брахмана и мою проявленную природу личного Бога. Эти две природы присущи только мне и никому больше. Даже вы не можете заявить о своей Ишатве, природе Верховного Божества. Именно за неведением этого вы были обуяны жаждой почести и гордыни, заставляющей мнить себя Всевышним. Как это и неудивительно. Я возник посреди поля битвы, чтобы смирить вашу гордыню. Отбросьте вашу ложную гордость, сосредоточьте свои мысли на мне, как на вашем Господе. Только по моей милости все предметы в этом мире становятся видимыми». Утверждение наставника – это напоминание и мерило истине при всех обстоятельствах. Я открываю вам эту тайну истины о Брахмане из любви. Я Всевышний Брахман. Учитывая мою природу как Брахмана и как личного Бога, мой образ одновременно проявлен и не проявлен. Моя естественная деятельность – это оказывать милость. О Брахма и Вишну! Я Брахман вследствие огромного размера и побуждения других к становлению. О дети, подобным же образом я Атман по причине саматвы, однородности и всепроникающей природы. Все прочие суть анатманы, индивидуальные души, в этом нет сомнений. В отношении Вселенной существует 5 действий, начиная с освобождения и заканчивая творением. Поэтому эти действия – моя прерогатива, ибо я есть Бог, и никто другой. Именно для того, чтобы вы и все остальные осознавали мою природу как Брахмана, возник этот лингам. Чтобы дать всем ясное представление о моей природе личного Бога, доселе неизвестной, я сразу же после этого явил себя в воплощенном образе Иши. Мою природу личного Бога следует знать как этот телесный образ, а этот символический столб указывает на мою природу Брахмана. Поскольку он, столб, обладает всеми характерными чертами моего лингама, да будет он моим символом. О сыновья, вам следует поклоняться ему каждый день. Символ лингама и Шива, которого он символизирует, неотличимы друг от друга. Поэтому лингам торжественен мне. Он позволяет верующим близко-близко подойти ко мне, поэтому он достоин поклонения. Дорогие сыновья, если установлен лингам этого вида, можно считать, что в этом месте присутствую я, даже если там нет моего божества. Тот, кто устанавливает лингам, становится подобен мне. Тот же, кто устанавливает два лингама, достоин единства со мной. Установка лингама имеет первостепенную, а установка божества – второстепенную важность. Храм, в котором установлено божество Шивы, бесполезен, если в нем нет лингама. На этом мы завершаем очередную часть Шива Пурана. Эти слова не для спора и не для веры вслепую. Они для внутреннего слушания. Если вам что-то откликнулось, останьтесь с этим. Не торопитесь с выводами. Поделитесь своими мыслями или вопросами в комментариях. Шива Пурана раскрывается через размышление и диалог. Если вы здесь впервые, обязательно подпишитесь на канал «Индомания. Пространство ведической мудрости». Добро пожаловать в место вашей силы. Продолжение, как всегда, в следующий понедельник. До новых встреч!